Let's get started again. A little bit more detail about how to use audio recordings with your supervisees. In order for audio recordings to be useful in supervision, that requires some structure and some planning. Для того, чтобы эффективно использовать аудиозаписи для супервизии, необходима определенная организация и определенное структурирование. One of the situations that I try very hard to avoid is a situation in which a supervisee comes to a session with 4 or 5 tapes. Я всегда стараюсь избегать тех ситуаций, когда мой подопечный приходит ко мне на занятия и приносит 4-5 кассет. And they have not listened to any of those tapes. При том, что ни одну из этих записей он не прослушал. And there is no place to really start. Таким образом, нам сложно с чего-то начать. That is a worst case scenario. Это вообще худшее, что можно ожидать в работе с аудиозаписями. What needs to happen instead is the supervisee needs to listen to those sessions. Вместо этого супервизируемый должен заранее прослушать все свои записи. I also would not allow recordings like that to accumulate. Кроме того, я не позволяю своим подопечным накапливать подобные записи. I would always want to hear one tape between sessions. То есть в перерывах между нашими встречами я стараюсь послушать хотя бы одну запись. They should never accumulate like that. То есть необходимо, чтобы была определенная организация и чтобы записи не накапливались подобным образом. The supervisee should also identify particular points on those recordings. Кроме того, подопечный для себя должен выделить наиболее важные моменты аудиозаписи. That were either very successful or very difficult. Это могут быть какие-то успешные моменты, положительные, либо что-то, что им не удалось, на что было хотел обратить внимание. Something that we can focus in on and work on. То есть какие-то моменты, на которых нам необходимо сфокусироваться на нашей встречи и поработать над ними. That is where the power of audio recordings can really make the difference. В этом, собственно, заключается вся сила и весь положительный эффект от прослушивания аудиозаписей. It can really help a client, it can really help a supervisee understand the effect that they are having on their client. Прослушивая аудиозаписи, подопечный может понять то воздействие, то влияние, которое он имеет на своего клиента. And the effect that the client is having on the supervisee. А также нам легко понять то влияние, которое оказывает клиент на терапевта. It also provides an excellent overview about the client's situation. Кроме того, супервизору легко увидеть целостную картину развития отношений между клиентом и супервизируемым. You're also able to give direct feedback on the technique that a therapist might have used. Кроме того, послушав аудиозаписи, мы можем дать рекомендации по применению той или иной методики. Now, how to use an audio recording effectively? When I start, I usually want to hear the whole first session. Также как же использовать аудиозаписи наиболее эффективным образом? Когда я начинаю работу с своим подопечным, я стараюсь прослушать первую запись целиком. But you don't want to hear the whole second session, or the whole fifth session, or the whole 15th session. Что касается второй, пятой или 15 сессии, то прослушивать целиком их не обязательно. That can get very tedious. Потому что это может просто вам наскучить. For both you and the supervisor.
supervisee. Послушать как вам, так и вашим подопечным. You may want to listen to complete recordings if you feel like your supervisee is struggling and you're having trouble identifying why. Тем не менее, если вы чувствуете, что у вашего подопечного возникли трудности, и вы не можете понять, откуда они исходят, с чего они возникают, то, может быть, стоит прослушать запись целиком. But assuming they are where they should be at a particular point in their practice, you will want to identify specific moments. Но если предполагать, что все идет по плану и сессии с клиентом проходят успешно, то достаточно просто выхватывать определенные моменты из аудиозаписи. And we have a useful list right here. И вот на слайде вы видите полезный список вопросов, которые можно задать себе для того, чтобы определить эти важные моменты. Let me ask you, which do you think a supervisee is going to be least interested in sharing with you? Как вы думаете, чем супервизируемый не желает делиться с вами? Какую часть информации? Weak points. The weak points, yes. Especially early on. Особенно, наверное, в начале супервизии. And, you know, once again, this is an issue of trust. И опять же, эта проблема возникает из недостатка доверия. And it brings us back to the idea of support balanced with challenge. И возвращает нас к вопросу поиска баланса между поддержкой, которую мы оказываем, и теми задачами, которые мы ставим перед нашим подопечным. And that certainly applies to situations where the supervisee is struggling. И, конечно же, подобные трудности возникают в тех ситуациях, когда у подопечного существуют проблемы в общении с клиентом. Now, when I review recordings with my supervisees, I am always listening for things that they did right. Когда я прослушиваю аудиозаписи со своими подопечными, я всегда обращаю внимание на те вещи, которые им удаются хорошо. You'll recall from that list that we discussed yesterday that the way to be a bad supervisor is to only concentrate on weakness. И вспомните, вчера мы говорили о том, как обеспечивать плохую супервизию, и одним из пунктов было как раз таки перечисление только слабых сторон. We have a responsibility as professional gatekeepers or filters. Мы являемся, супервизоры являемся своего рода фильтрами. But we also want to enhance competence and confidence. Но, кроме того, мы хотим усилить наших подопечных уверенность и развить их компетенцию. So when listening to an audio recording, try to find something good that individual did. Итак, прослушивая аудиозаписи, необходимо обращать внимание на положительные моменты, на сильные стороны терапевта. I have had a great variety of supervisees during my career. В рамках своей карьеры я работал с самыми разными подопечными. Some of them seem to have a natural gift for the therapy process. У некоторых из них наблюдается талант от природы, талант к ведению терапевтической деятельности. While others seem to really struggle. В то время как другим это дается тяжело. But even with those students that are really struggling, there is something that I can find that they did right. Тем не менее, даже с теми, у кого возникают много трудностей, тем, у кого их работа дается не так легко, мне удается выявить какие-то сильные стороны. And when I have a student who I know is struggling, I make extra effort to find something that they did right. В работе с подобными подопечными я прилагаю дополнительные усилия для того, чтобы выявить их сильные стороны. Okay, another way that audio recordings can be used is they can serve as the basis for written feedback. Еще одной целью, которую могут служить аудиозаписи, является обратная связь, которая предоставляется в письменной форме. This is something that I do with my beginning students. Это чаще всего я делаю в работе со своими начинающими терапевтами. I give them very comprehensive written feedback on what they did right and what they need to continue to work on. Я предоставляю им обратную связь в письменной форме, где содержатся рекомендации по исправлению каких-то ошибок или где выделены их сильные стороны и положительные моменты. Now think back to our discussion about individual differences.
Давайте вернемся к нашему разговору об индивидуальных различиях. There is a particular type of student that really appreciates that kind of written feedback. Если помните, есть определенный вид, тип студентов, которые предпочитают получать обратную связь именно в подобной форме. Do you remember what kind of student that was? Помните ли, какие студенты принадлежат к данному типу? Introverts. Yes. Совершенно верно. Good. I thought you would struggle with that question, but I guess not. Вот мне казалось, что этот вопрос вызовет сомнения. One of the things that written feedback can do for you is it can help coordinate multiple supervision efforts. If an individual supervisee has more than one supervisor. Также положительной стороной подобной обратной связи, которая представляется в письменной форме, может быть полезной в той ситуации, когда у подопечного терапевта имеется несколько супервизоров. I'm not sure how much that would happen here in your training programs or in your work settings, but in my work setting, that's usually pretty common. Не знаю, как часто подобные ситуации будут возникать в вашей практике, но вот в моей рабочей среде это довольно-таки часто. Now, I have made a recent change in my use of written feedback for my beginning students. Недавно я ввел некоторые изменения в использовании обратной связи в письменной форме в работе со своими начинающими терапевтами. And I think it's made a huge difference in their response to the supervision that I provide for them. И, как мне кажется, это серьезно повлияло на моих отношениях к супервизии, которую я предоставляю. I used to simply give them a piece of paper with my feedback on it. Раньше я просто давал им лист бумаги, на котором была представлена та обратная связь, которую я составил по прослушиванию аудиозаписи. Now I have a short meeting with every student that comes through my beginning class after their first interview. А теперь же я провожу коротенькие встречи с каждым студентом, который посещает мои занятия и беседую лично. After their first session with a practice client. Эти встречи я провожу после того, как у студента проходит первое интервью с его клиентом. It is an excellent opportunity to make sure they understand what I wrote. Для того, чтобы убедиться, что им понятно все, что изложено в моих рекомендациях. One thing that was a surprise for me was how much it reduced the anxiety of students in this class. На самом деле меня очень удивило то, насколько это помогло мне снизить уровень тревоги и беспокойства среди моих студентов. As a result, it's something I'm going to continue to do, even though it can be very time-consuming for me. Я собираюсь продолжать проводить подобные личные встречи, несмотря на то, что они отнимают львиную долю моего времени. My last class, I had 22 students in it, which meant 44 meetings over the course of a semester. В моем группе студентов, с которыми в последний раз мы проходили обучение, было 22 студента. 22 students and 44 meetings. 22 students, 2 meetings each, 44. С каждым студентом в рамках семестра я проводил по 2 встречи, то есть в целом 44 встречи в течение семестра. But it was well worth my time because now that was their first experience with supervision. Я считаю, что эти временные затраты были необходимы и полезны, так как это было их первое знакомство с супервизией. The next time I see them in a more advanced course, they're going to be a lot less anxious. Когда я вижу их на следующем курсе, да, когда они будут обучаться дальше, я уверен, что у них будет гораздо меньше тревоги и беспокойства. Another thing that can be very useful is writing a transcript. И также очень полезно может быть ведение транскрипции, ведение полной записи сессии. A transcript is writing down what the therapist said and then what the client said. Транскрипт содержит в себе подробную информацию, то, как проходила сессия, то есть что сказал клиент, что сказал терапевт. It reads like, I guess, like a movie script. Транскрипт можно сравнить со сценарием фильма. One of the things that I ask my students to do as well is to identify which skill that they used in their transcript.
Я своих студентов просил определить те навыки, которые необходимы им при ведении транскриптов. That helps me believe that the student can identify the skills that they're using. Это помогло мне понять, осознают ли студенты, какие навыки им необходимы при применении той или иной методики. Has anyone here written a transcript of a session that they had before? Кто-нибудь раньше пользовался данным методом, транскрипт сессий с клиентами? It's a lot of work, isn't it? Довольно-таки большой объем работы, не правда ли? Yes. It is very labor intensive. Согласен, очень большие трудозатраты. Students have told me that to write a transcript of a 25-minute practice session takes them about 5 hours. Кое-кто из моих студентов говорил мне, что для того, чтобы сделать транскрипт 25-минутной сессии с клиентом, требуется около 5 часов. So this is not something that you should be asking your supervisees to do more than a few times. Поэтому не следует требовать от своих подопечных делать это постоянно, может быть, несколько раз, этого будет достаточно. One thing that I tell students to make it easier is that they don't have to write down every single thing that their client said. Кроме того, я всегда советую своим студентам, что не следует записывать каждую мелочь, которую говорит их клиент. I don't, because my focus is on their skill usage and their capacity to demonstrate what they know, I am less dependent on client responses for beginners. Так как я концентрирую свое внимание на тех навыках, которые используют мои подопечные в ходе сессии с клиентом, то я могу позволить себе не обращать внимания на какие-то незначительные мелочи, которые говорит клиент. That can make the workload a little bit more reasonable for them. И таким образом я могу облегчить задачу своих подопечных. One of the things about using a transcript is it gives me a very comprehensive overview of an entire session. Положительной стороной использования транскрипта является то, что я получаю целостную картину того, что происходит в рамках занятия с клиентом. I am able to figure out very quickly what they're doing well and what they're struggling with. Как правило, мне очень легко определить, в чем возникают проблемы у моих подопечных, и определить также и положительные моменты. And there's something very powerful about writing down what was said. Запись того, что было сказано, по сути своей, имеет большую силу, так скажем. It helps them learn what they did right and what they need to continue to work on a lot more effectively than just listening by itself. Если студент сам может увидеть и определить те моменты, которые ему удались хорошо, или увидеть же свои слабые стороны, то это имеет гораздо больший эффект, чем если я, как супервизор, скажу ему об этом. Okay. Now, the next intervention that can be useful is video recordings. Так, еще один вид воздействия, который может быть также очень полезен, это видеозапись. And with video recordings, nothing, almost nothing is missed. При ведении видеозаписи практически от нас не ускользает практически никакая информация. You get all of the body language, you get all of the subtle cues. Все мельчайшие детали, весь язык жестов нам доступен. It's a lot like the mirrors in a bathroom at an airport. Ведение видеозаписи можно сравнить с зеркалами в ванной. Some of you perhaps have experienced walking in there and looking at yourself in the mirror and seeing every single flaw that you happen to have. Стоя перед зеркалом в ванной, да, можно разглядеть мельчайшие морщинки, мельчайшие детали своего лица. And if on a long trip, if you're very tired, there are a lot of those flaws you really don't want to see. А если стоите перед зеркалом в аэропорту, то после долгого путешествия вы увидите изменения в своем лице. I made the mistake of looking at myself in a mirror at an airport in Moscow on the way here. Когда я приехала в Москву, тоже были в аэропорту, и я совершила ошибку, посмотрев на себя в зеркало после такого утомительного путешествия. Я думал, ой, Брэд, ты так стара, что случилось? We have to respect the power of video recordings because it can be information overload.
Однако нужно до конца осознавать всю ту мощь, информационную мощь, которую несут в себе видеозаписи, так как зачастую информации может быть чрезвычайно много. And, you know, on one hand, it really can help a student start to see themselves as a therapist. С одной стороны, видеозаписи могут помочь студентам начать осознавать себя в качестве терапевта. It can help counter those feelings of being an imposter that we talked about, I think, yesterday or the day before. Это видеозаписи также могут помочь им справиться с чувством, когда студент представляет себя как нелегала или не самозванца. Помните, мы говорили об этом пару дней назад. One of the things that it can do too is it can push anxiety levels in the wrong direction. Однако видеозаписи могут повысить уровень беспокойства таким образом, что эффективная работа студента снизится. They can start to become a little too anxious and then start forgetting to use the skills that they've learned. Уровень беспокойства может повыситься настолько, что студенты начнут забывать пользоваться теми навыками, которыми они владеют. Now, some authors think that you should not use video unless you already have a very strong learning alliance with a supervisee. Некоторые исследователи придерживаются мнения, что не стоит начинать пользоваться видеозаписями до тех пор, пока между вами и супервизируемым не установлен крепкий рабочий союз. Now, that's because a video recording can be kind of scary. Это происходит от того, что видеозаписи зачастую могут быть пугающими. Now, I use video very early in the process, even when I don't yet know supervisees. Я же начинаю в своей практике использовать видеозаписи на очень раннем этапе супервизии, даже тогда, когда я еще не очень хорошо знаю своего подопечного. And I have found that because you start that way, it can build trust even faster. И я с удивлением для себя обнаружил, что подобное раннее использование видеозаписи может помочь быстрее установить доверительные отношения. You're able to say to the supervisee what you're really looking for and what you don't care about. Таким образом, вы можете донести до подопечного, какие части информации для вас представляют наибольшую ценность, а какие для вас совершенно не важны. And sometimes that can reduce that feeling of being on stage. Иногда подобные беседы могут помочь устранить чувство, возникающее у супервизора, когда он чувствует себя актером на сцене. Now, the best way to use video recordings is to, when you start them, you should have a specific goal in mind when you turn it on. Итак, как наиболее эффективно использовать видеозаписи. Когда вы включаете видеозапись, необходимо четко понимать, какую цель вы перед собой ставите. What I am looking for are some things that are very specific. Я, как правило, ищу какие-то конкретные детали. And they are basic interviewing skills, like open and closed questions. Зачастую это базовые навыки, которыми должен обладать мой подопечный, например, прямые и косвенные вопросы. Paraphrases and reflections of feeling. Также перефразы и рефлективное восприятие. And summaries. Рефрейминг и способность резюмировать. I don't think it's important that you know in detail what those things are, but I will tell you those are basic interviewing skills, and that's all I'm looking for. Не знаю, знакомы ли вы с каждым из данных навыков, однако для себя я их выделяю и считаю, что эти навыки являются базовыми для ведения интервью. I am not looking very carefully at the response of... Can we turn off phones, please? Могу я попросить всех выключить звук на телефоне? Can we do that? That would be very helpful. This happens in American classrooms too. В США тоже такое постоянно происходит на занятиях. One of the things you want to do when you have a video that you're reviewing with a student is you ask them first,
how they feel about the work that they did. При просмотре видеозаписи с подопечным в первую очередь следует спросить, каковы его ощущения от той работы, которую он проделал. That can do an awful lot to reduce anxiety. Таким образом, вы, с одной стороны, снимете определенную долю беспокойства. And also, when you're reviewing video recordings of a client session, you don't look for the best and you don't look for the worst. Также при просмотре видеозаписи сессии с клиентом не следует искать самые лучшие и самые худшие, то есть самые сильные и самые слабые моменты. Because that can do a lot to raise anxiety, and we don't want to undermine supervising confidence. Потому что это только усилит беспокойство подопечного, мы не хотим ни в коем случае подрывать его уверенность в себе. And once again, we're looking for those small victories. Опять же, повторюсь, да, мы ищем, так скажем, маленькие победы нашего подопечного. Questions about video recordings? Есть ли вопросы по ведению видеозаписи? You know, there was a time when video recordings were very difficult and very expensive. Были времена, когда ведение видеозаписи было труднодоступным, то есть аппаратура стоила дорого, например. Not so much anymore. Но сегодня ситуация изменилась, конечно. Хорошо. А как долго следует к аудио, видеозаписи, то есть супервизированием? What is the recommendation for keeping audio and video recordings in terms of timing? Like how long should the supervising keep the audio and video recordings? I tell supervisees that at the end of the semester they should destroy all recordings. Я, как правило, своим подопечным в конце семестра советую уничтожать все записи. Completely erasing all of the audio tapes if they exist, destroying computer files or disks. То есть я советую им стирать все аудиозаписи, удалять все видеофайлы, если они в компьютере остаются. That's a very good question, and it relates to an ethical issue. What is it? Очень хороший вопрос, на самом деле, он связан с этическим поведением. Как вы думаете, каким образом? Confidentiality. Yes. Yes. Конечно, конфиденциальность. You do not want a audio or video recording of a client to fall into the hands of a stranger. Мы всегда стремимся избежать ситуации, когда аудио или видеозаписи сессии клиента попадают в чужие руки, правильно? That could be very messy business. It's not professional. Это не совсем непрофессионально, может вызвать проблемы. Okay. Any other comments about video recordings? Есть еще какие-нибудь замечания или вопросы по видеозаписям? By the way, breaking a CD is a bit scary. Pieces fly everywhere. Между прочим, не следует ломать диски, да, так как части их могут разлететься и причинить вред кому-нибудь. All right, now one of the things that you can do with audio recordings, with video recordings, is something we talked about in the models of supervision, I guess it was almost a week ago now, and that is interpersonal process recall. Итак, что мы можем, собственно, сделать с аудиозаписью, видеозаписью, которые мы имеем? Мы об этом уже говорили на первом занятии, если я не ошибаюсь. Это межличностное воспроизведение процесса. And this is where you invite your supervisee to really think and examine exactly what it is that they did. При подобном воспроизведении процесса вы приглашаете на встречу своего подопечного и пытаетесь оценить и обсудить ту ситуацию, которая сложилась на сессии с клиентом. And it can be the supervisor or the supervisee who stops the recording. Остановить ведение записи может как супервизируемый, так и супервизор. It is something where perhaps something is happening in the session that's not being dealt with. I'm sorry, so in this session they listen to the audio records also? Yes. Yes, they listen. And when something has happened, or something is happening that is not discussed between the client and the supervisee, that is when you stop the video or the audio and you discuss it. То есть на подобных встречах супервизоры и супервизируемые совместно прослушивают и просматривают аудио и видео
видеозаписи, и в этом случае вопросы, если возникают у той или другой стороны, запись останавливается, начинается обсуждение того вопроса, который возник. My question for you is, how do you know when one of those moments happens? Как правило, бывают моменты, когда возникает заминка между беседой между клиентом и терапевтом. И вот мой вопрос к вам. Как вы думаете, как определить эти моменты? Пауза какая-то разговора или There might be a pause in the conversation. Might be a pause in the conversation. Yes, what else? вместе смены языков. Like unexpected shift in the topic. Maybe, yes, good. What else? Язык жестов. Body language. Body language, yes. What kind of body language? Как вы думаете, какие жесты способствуют такой ситуации? Как можно определить? Crossed arms, like this. Crossed arms, crossed legs. Interesting. What do crossed arms and crossed legs say? When a person is Yes. Вот вы думаете, вообще о чем говорит жест закрытия руки, какие Желание защититься от случая. like self-protection. Self-protection. Self-protective behaviors. Нежелание говорить. Желание не исполнить. And lack of desire to share the overall information. Okay. Либо How отстранение. how can you... Hide something. Instant requirement is really to hide something from the Okay. therapist. How can you identify a lack of willingness to share information? Как еще можно определить нежелание делиться информацией? Может быть такое, что я просто отложил встречу. Client might have delayed the meeting. Okay. There might be a long pause. Is that what she's saying? No, just transfer, change the timing of the meeting. Change the timing of the meeting. Maybe, yeah. I'm pleased to hear. I'm pleased to hear, yet also not terribly surprised to see that you all seem to be very good observers of the subtleties that can take place between people. Я очень рад получить подобный ответ от вас, потому что это говорит о том, что вы являетесь внимательными наблюдателями на занятиях с вашими клиентами. They are like little red flags that pop up and say, something's going on here, let's talk about it. То есть это такие небольшие сигналы, которые мы получаем, да, и на которые вы должны обратить внимание и пытаться разобраться, почему эти сигналы мы получаем. We have gotten pretty good at dealing with that kind of thing with clients. We need to do the same thing with supervisees as well. Итак, те же сигналы мы должны идентифицировать, которые мы распознаем в клиенте, мы должны идентифицировать в нашем подопечном. Now, it can be either the supervisor or the supervisee that stops the recording at a particular moment. Итак, при просматривании видеозаписи или прослушивании аудиозаписи, как подопечный, так и сам супервизор могут остановить запись. If it is the supervisee that stops the recording, then you wait for them to speak. И начать обсуждение какого-то интересующего их вопроса. Если аудиозапись останавливается подопечным, то вам, как супервизору, необходимо подождать, пока супервизируемый сам начнет говорить. It might take a while. You might need to let them struggle. На это может потребоваться некоторое время, потому что супервизируемый может потребоваться время, чтобы собраться с мыслями и пытаться изложить свою позицию или свои какие-то беспокойства. You need to be patient and give the supervisee the psychological space to verbalize what it is that they're thinking. Так, супервизору необходимо набраться терпения и предоставить, так скажем, психологическое пространство супервизируемому для того, чтобы изложить свои мысли. Especially if it is a student that is in the middle of their training. Not necessarily beginners, but somebody who is new to the process. Особенно это касается тех студентов, которые находятся где-то в середине своего обучения, то есть, может быть, даже не новички, но те, для которых процесс супервизии является все-таки мало знакомым. And what I have here is a short list of possible process questions that you can ask to help the supervisee think. На этом слайде вы видите вопросы, которые можно задать вашему подопечному
подопечному для того, чтобы помочь ему изложить свои мысли и тревоги. Thinking of challenge and support, once again, which are these questions? Are they challenge or are they support? Как вы думаете, эти вопросы являются скорее поддержкой вашему подопечному или являются какой-то сложной выполнимой задачей для него? Support. Support. Sometimes, maybe, yes. Иногда да. Развитие. Probably a developmental process. I think it can go either way. My impression of using these kinds of questions is challenge. Depends on the context. Я считаю, что я, задавая подобные вопросы, ставлю перед подопечным определенную задачу, с которой ему нужно справиться. Это выполнение задачи заставляет его думать. Some different questions that get at different domains is this list here. Вот еще некоторые вопросы, которые могут возникать в самых разных областях. Very basic, such things as how did that make you feel, what were you thinking at that moment, etc., etc., etc. Самые базовые — это эффективные эмоциональные вопросы о том, как человек себя чувствует, как у него дела и так далее. One general and broad question that I find very useful is to ask the supervisee, if you could do this session over again, what would you do differently? Еще один из таких общих вопросов, которые я люблю задавать своим супервизорам, является следующий вопрос. Если бы у тебя была возможность провести эту встречу с клиентом заново, что бы ты изменил? And that can lead to a very productive conversation about why they would do things differently. Этот вопрос может привести к очень эффективной беседе о том, почему супервизируемый хотел бы изменить те или иные вещи. Which also leads me as a supervisor to a moment where I can offer some formative feedback. Кроме того, я как супервизор в этот момент могу предоставить какие-то рекомендации и обратную связь своему подопечному. Where I can either agree or disagree with what the supervisee said. То есть я могу либо согласиться, либо не согласиться с тем, что мой подопечный говорит. Very often I disagree with what they said because they are often too hard on themselves. Очень часто мне приходится не соглашаться, потому что подопечный стремится излишне себя критиковать. I can recall one supervisee, they tried something new and it did have an effect, it's just not the effect that they wanted. Я помню случай, когда мой подопечный хотел попробовать что-то новое и сделал это, попробовал эту методику, однако получил замечательный эффект, однако этот эффект был совсем не тем, который он ожидал. And I was able to tell them that you took a risk and you tried something new, and I was able to honor their bravery. I was able to tell them that they took a risk and they tried something new. И я в той ситуации я сказал ему, похвалил его за то, что он взял на себя этот риск и попробовал какую-то новую тактику. And I could have some respect for their bravery. И что я уважаю мужество моего подопечного в данной ситуации. All of these things go in towards building that relationship with the supervisee. Все это, конечно, направлено на то, чтобы построить доверительные дружеские отношения с подопечным. You don't want to spend the whole session doing something like this. Однако, конечно, не вся ваша сессия будет направлена на ведение подобной беседы. It's sort of like stepping into a banyo. Следующий этап можно сравнить с походом в баню, так скажем. You're there for a few minutes until you're too hot, then you get out again. You jump into the cold water. Если в течение некоторого времени, нескольких минут беседа становится слишком жаркой, как становится жарко в бане, да, то вы просто выпрыгиваете из бани, вскакиваете, пытаетесь охладиться как можно скорее. I tried my first banyo over the weekend, by the way. Я как раз на выходных попробовал первый раз сходить в баню. 13 times in Russia, and it was only this last time that I was able to do it. Это мой 13-й приезд в Россию, и только теперь я впервые попал в баню. It's a longer story. Maybe we'll talk about it later. Такая длинная история, может быть, позже я вам ее расскажу. For right now, let's take 10 minutes though. А сейчас давайте прервемся на перерыв.